Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о завершении проекта с B3. Символически мы здесь снимаем, потому что здесь все начиналось, и здесь подведем итоги. Так что досмотрите это видео до конца. Я расскажу здесь все, что мы с ней доделали. В прошлом видео была речь о завершении покраски, сварки, этих всех вещах. Здесь то, что было доделано еще кроме этого, что нужно было сделать. Попросту говоря, даже собрать автомобиль. Расскажу о затратах, обо всем, так что смотрите, я надеюсь, будет интересно владельцам таких автомобилей, либо людям, которые хотят купить себе такую машину. Самое главное, что нужно было доделать по внешке, это, конечно, установить задний бампер, потому что без бампера машина смотрится незаконченной, незавершенной, какой-то жлобской. Установил бампер, конечно, уже картина улучшилась. Единственное, что не установил, это шильдик Volkswagen и Passat, потому что они уже готовы, покрашены, красил их Андрюха и мне помогал по машине с ее сборкой. С ним я вас познакомлю отдельно в другом видео. Я их установлю, когда будет получше погода, чтобы они не отклеились, их тупо не потерял. Но они готовы. И самое геморройное, это, конечно, собирать салон. Я натренировался на сборке салона на B4 Passat своем, кто его еще помнит, был на канале. Тогда это сделал еще в далеком 2015 году. Но пришлось собирать здесь опять, после кузовного ремонта, весь салон. Но, честно говоря, там геморная работа, не настолько мне приятная. Хотя салон не такой сложный технически, как более современные иномарки, тот же D-класс, но нулевых, десятых годов. Но, тем не менее, все равно не самая приятная работа для меня лично. Длинными вечерами собираю обшивку багажника, ну и частично салон. Тут по-нормальному еще багажник Audi еще не собран, вся обшивка лежит на Audi. И еще B3. Короче, проекты идут параллельно, поэтому, ребята, B3 так долго не выходил, потому что некогда тупо. B6, а 4 и B3 еще на закуску. Еще с буханкой трохи возились. Поэтому все идет своим чередом. Все нормально делаем. Салон собран. Осталось самая малость, это все вымыть. Потому что после ремонта все в пыли. В грязи, короче, салон не первой свежести, но уже собран. Будем отмывать, детейлингом заниматься. Что еще сделали внешне? Это, конечно же, поменяли стекло на передней правой фаре, которое было треснуто, я рассказывал. Конечно же, стало покрасивее. Одноглазый Джо был, когда мы делали. Сейчас уже и фара красивее, получше смотрится. Внешне, да и светит, свет получше тоже стал. Разумеется. По салону. Самые такие тоже изменения кардинальные произошли в салоне. Первое, конечно, для комфорта я купил переднее сиденье. Ну что, ребят, купил я сиденье. Вот отмоем, ничего страшного на первый взгляд, но лучше по состоянию. Меня интересовало водительское, продавали пару. То купил два, менять буду только левое. Почему? Потому что узор один в один, как на моих. Вообще шикарно. Не перешивать не надо, сиденье от B3 просто поставить, больше ничего. 100 рублей отдал, это примерно $30. Ну, я грубо перевожу на доллары, чтобы вы могли свои деньги посчитать. Два передних сиденья, две победы в одном. То, что это сиденье от B3 Passat сняли, сюда поставили, никаких проблем. Ни с гольфа, что ни уже, придется там переваривать, уширять что-то, либо вообще с другого автомобиля придется переделывать. Поэтому геморрой с переделками сразу отпал. Поставил. Но еще одна победа, это то, что текстура одинаковая, что того сиденья, что этого. В цвет подобрали, идеально получился тандем. Также заменил руль, потому что мой был уже затерт, здесь уже затертости от пальцев, этот смотрится уже, товарный вид у него получше, поинтереснее, да поприятнее просто само по себе. И самая главная проблема B3, B4, вообще вага того времени, там с 90-го года по там 97-й, 8-й примерно, там гольфы 3, B3 Passat, B4, это, конечно, регулятор печки. Вот эта хрень постоянно у всех то ломается, то что не работает очень часто. Ну
Вот, заказал переключатель печки, новая деталь приехала. Посмотрим, как себя поведет. Но, в принципе, дешевле, чем эти все ломаные крепления, тоже перепаянные, запаянные, тоже там 70, 80, 100, 120 рублей некоторые просят за снятую бэушку, которая может там чуть дольше моей проходит. Здесь 94 рубля плюс 90 рублей доставка, но новая деталь. Также радует не то, что это в принципе работает, что очень тоже редко для многих, как какой-то режим не работает, у некоторых только максимальный, только первая, вторая дальше сдохла, либо часто вторая не работает, то крепление сломано, то еще что-то. Это все работает, и работает уже 3 месяца. Почему я раньше видео не выпускал? Именно поэтому, чтобы люди, через 2 недели сдохнет полностью. Не сдохла, 4-й месяц уже пошел. Это я покупал в октябре, да, в октябре, сейчас уже 1 число февраля. Все работает и не напрягает. Плюс еще цена $94, прошу прощения, 94 рубля, 30 долларов, там 27-28 примерно. Это новый регулятор стоил. В то время как старый, бэушный, но надежный китайский только вам не отслужит. Продается со сломанным креплением, то контакты перегорели, там расплавило пластик уже 120 рублей. И хрен торгуется. А что ты хочешь? Ну, можешь купить китайское, сдохнет, через 2 недели придешь ко мне. За 120 все равно купишь. Ну, вот такой мне высказался один. Я со злости плюнул, пошел и заказал новый китайский. И там, кстати, вот, ребята, не только регуляторы на печку, вот стрекоза новая продается, много новых запчастей производится на эти машины. Я сам офигел. Зашел, вот 94 рубля, зашел, посмотрел, реально на 4 тросика, как моя, со всех сторон. Сам регулятор, крышка-то новая полностью. Я свой старый снял и выкинул, это установил. Ну, конечно, установка, это гемор полный. Наконец-то, блин. Нас было 2 и много матов. 8-е чудо света. Андрюха помогал, мы постоянно менялись, то есть я начинаю делать, я снял старую, выкинул, начал нервничать, Андрюха начал пытаться устанавливать новую, начал тросики подключать, тоже пошли маты, неудобно копошиться в этой вещице, тоже потом я уже успокоился, я принимаю эстафету, начинаю крутить, и так мы по тросику по 2 каждый что подсоединили, и все, к счастью, работает, все хорошо, мы довольны. 134, блин. Крутяк. Значит, сколько было матов, блин. Регулятор, конечно, хорошо работает, уже удобно. Там не надо на 1-2 скоростях этих режимах включать. Все работает, это радует, это приятно и прекрасно. Да, но одним регулятором не обойдешься. Слава богу, что печка хорошая, она греет нормально. Конечно, она не греет не так, как в А4, в Б6 Passat, что аж, блин, спаришься полностью, как рак весь красный. Но жарит она хорошо, здесь не замерзаешь. Что же тепло в машине и жарковато. Тоже ездили, и Андрюха ездил, и я вот на машине катались. Ну вот видео про Mitsubishi вы видели. Машина стояла отдельно, вот мы с Андрюхой на ней катались периодически. И с момента лета уже, когда сделал кузовный ремонт, до теперешнего дня она наездила уже порядка 6000. То есть уже нормальный пробег у автомобиля, чтобы прийти к каким-то выводам. Я в том плане, что и зимой наездила, и на ней ничего не лезет. Я в этом плане для тех умников, которые будут умничать в комментах и орать, что сделали, снимаешь ты с какого-то расстояния, иначе все цветет обратно. Нет. Вот. Помимо печки жарит хорошо, и новый фильтр салона установлен. Помните, когда я снимал обзор на 3-й Гольф, что там было же мы обнаружили? Ну, кто смотрел, тот помнит. Ну, конечно, это была отдельная тема разговора. В целом, все хорошо, все работает. Отдельный вариант, конечно, у меня еще, когда автомобиль, я не знаю, как это аура или что, автомобиль встал на ремонт, вот кузовной именно, потому что с технической точки зрения все хорошо. И он начал выкидывать немного свои коленца, понты такие своеобразные. Вот я ехал, треснуло стекло на фаре, вот мы поменяли. Регулятор начал уже резко дохнуть.
один раз приехал завести машину, чтобы поработала, масло заменить. Там. Тросик опять же тот, что мы делали, я все рассказывал в предыдущих видео, плейлист есть по этой машине. Но также я решил, думаю, ладно, чтобы мне не скучно было сидеть, включу музыку, послушаю. А хлоп, мафон не работает. Думаю, что за фигня, блин, что ломается? И сразу загнал машину на ремонт и все начинает ломаться. В итоге купил новый мафон. $10 мафон. Ну, шильдик Пионер, конечно же, ни хрена не Пионер за такую тему, но сумму, опять же, AUX есть, разъем под флешку, и самое главное, что я не знаю, не хочу обговаривать другие автомобили, я не хочу хвалить ее и так далее, но на идиота 2 родных штекера подключил и никаких проблем. Не пришлось ничего городить, выдумывать, вот его родные 2 включил и все. Вот, в принципе, и все. Больше ничего не делали, насколько я помню, по внешке бампер. Молдинги. Кстати, да, молдинги еще. Повесили бампер, шильдики, а потом установили, когда потеплеет, как я уже сказал, чтобы они тупо не отлетели на ходу. Когда солнце хорошо разжаривает поверхность, очень хорошо все приклеивается. Особенно мы это заметили с Серегой. Ну, Серегу вы знаете, который меня аудюху делал, мы с ним тоже плотно общаемся. И когда был июнь-июль и хорошо жарило солнце, мы молдинги приклеили и все, их не оторвать. Точно так же я сделаю с этими шильдиками, когда будет более теплая погода. И насчет крыльев передних. Крылья передние, вот я в первых видео, когда рассказывал, было видно, что дальняя ближе к водительской двери, вот эти отверстия, там 2 отверстия, одно ближе к колесу, другое ближе к водительской двери, либо пассажирской с правой стороны. Вот эти отверстия разгнили полностью, ну, щи, там, блин, ну, я не знаю, чуть ли не до кулака уже дырка, все разгнило полностью. Видимо, я не знаю, как сделать. В B4 такого, кстати, не было. Там-то где-то не выгнивает. Здесь какие-то другие, получается, клипсы установлены. Ну да, они отличаются. Но вот в B4 как-то вода обтекает, а здесь вода застаивается и сгнивают крылья. И вот крылья там переварили латками. Соответственно, отверстий не было. Нужно было делать отверстия под молдинги. Одно заводское, 2 мы... Поехал я к Сереге, мы на ощупь рулетками вымеряли, мазали клипсу солидолом, чтобы где пятно останется, а там будем сверлить. Но тоже молдинги стали красиво, идеально, тоже как надо по заводу. Сверлили отверстия новые, обрабатывали их тут же и устанавливаем молдинги. Сверло 8. Кому это актуально, кто будет этим заниматься, будет делать сверло 8 сразу, чтобы не искать, не выбирать, а уже, чтобы вы знали, каким сверлом. Вот под заводские клипсы сверло 8. Ну и что в итоге? Покраска первая. Материалы, пороги, арки, крышка багажника. Замочная это на крышке багажника это вставка, которую мы варили. Так металл тоже докупался, под днищу по лонжерону все это переваривалось. В общем, все эти материалы, покраска, грунтовки, краски, лаки, все вот это, что покупал, наждачки, круги, весь материал, работа, само собой, сиденье, руль, мафон, регулятор на печку. На этой неделе, вот вчера я заехал на сход-развал, потому что менял рулевые наконечники. Но ребята, которые делали сход-развал, сказали, у тебя раздолбаны уже шары. Они рабочие, но скоро им конец. И потом приедешь снова на сход-развал. Давай заменим. Я говорю, конечно, давай менять. Поменяли еще шаровые опоры, сделали сход-развал, все хорошо, красиво. Если это все считать, потому что я начал покупать материалы в 2021 году еще, а закончился кузовной ремонт в 2023. Но я в первом же видео сказал, что это будет долго. Если это все переводить на тот курс доллара, все это плюсовать, складывать, суммарно все работы по автомобилю сводятся где-то $1520-1560 на все про все. Если все это посчитать, все сложить. Вот такая сумма получилась по B3 Passat, согласен, да, недешево, потому что они, в принципе, столько и стоят 1500, но в ржавом развальном состоянии. Но вчера даже выезжал с ход-развала, ехал, там мужички какие-то на него косились, искали, видимо, жуки, и, судя по их лицам, они удивились, что их нет. Поэтому в чем-то есть плюс и положительная черта этого автомобиля. Но автомобиля хватит уже на долгое время, в нем я уверен, потому что технически все хорошо, и ГРМ фигню проходил, заводится, не подводит, все хорошо, технически машина исправна, и проект завершен, по сути, потому что он сделан. Можно тюнинговаться, можно извращаться, подсветку на него придумать, там диски, еще что-нибудь, но это все уже доработки, а именно нормальное рабочее техническое состояние и не критическое с точки зрения кузова
все устранено, все с ним хорошо. По итогу автомобиль завершен проект. Но проект завершается, когда автомобиль продается, как с B4. Он продан, и все. Уже проект полностью завершен. Но он сделан, и я не знаю, что с ним еще выпускать. Это простая машина, не совсем интересна, как я вижу по просмотрам на канале. Не всем людям интересно, всем интересны Audi. B6 тоже теряет свои позиции, потому что там уже нечего выпускать. Mitsubishi залетела, я вижу, людям интересно, что купили, как вот на драйве. Кстати, подписывайтесь на драйв, на мой телеграм, я там постоянно пощу какие-то новости, обсуждаем, разговариваем. Я надеюсь, вам будет интересно. На этом все. Спасибо большое за внимание. Я хотел вам показать именно уже финал проекта и рассказать, что сколько стоило, и некоторые люди все равно спрашивали об этом. Вот все, обо всем сказал. Что не сказал, пишите в комментах, отвечу. Спасибо большое за внимание. Счастливо!